Всем героям большой-большой привет! С вами на связи снова Импреза. И давайте с вами сегодня наконец-таки уже сделаем этот разбор долгожданный по ЦВМ, она же Маг-часовщик. Посмотрим, что она вообще из себя представляет и на что стоит обратить внимание. Итак, получилось у меня ее открыть в кубиках. Быстренько удалось это все сделать. И давайте разбираться, что и как, да почему. В базовых характеристиках у нас идет снижение, сокращение времени перезарядки. Ну, то есть тут такой немножко стандартный набор. Плюс увеличена скорость передвижения. Это ладно. Это не основная фишка ее, скажем так, но вот это сокращение времени перезарядки, оно нам, в принципе, может помочь в тот момент, когда мы еще не достигли вот этого показателя по перезарядке в 40% без камней самостоятельно за счет усиления, за счет, точнее, глобальных усилений, да. Вот, то есть нам, в принципе, это будет только на руку. То есть это говорит о том, что в какой-то определенный момент мы с вами камни на перезарядку можем уже потихонечку убирать. Надо просто будет смотреть, подгадывать и там оставлять какие-то нужные, какие-то ненужные мы будем убирать. Здесь у нас очень и очень интересно. Здесь мы остановимся с вами поподробнее, рассмотрим это все. На 10 уровне у нас прибавляется 10% к области эффектов, потом увеличивается скорость снарядов на 10%. И вот на 30 уровне у нас идет такая вот плюшка в виде повышенного урона по замедленным врагам. Для себя обязательно вот эту галочку отметьте, что замедленные враги — это наше все. То есть мы с вами будем играть именно от замедления. Манипуляция временем. Попадание по врагам из основного оружия замедляет их на 40% в течение 3 секунд, что является также отсылкой к тому, что замедление — это основной козырь ЦВМ, мага-часовщика. Дальше у нас идет открытие глобального усиления в виде 2,5% в плюс к области эффектов. То есть мы вот так вот по крупицам с вами собираем эту область, она нам очень нужна. И вот это усиление, оно нам только в плюс идет. Также добавляется у нас один магический снаряд на 60 уровне. Ну, стандартное глобальное усиление в виде 12,5% к прибавке к урону. Тут уже комментировать не буду, 100 раз уже это все мусолили и обсуждали, поэтому здесь мы с вами не задержимся надолго. Бомба с часовым механизмом. При попадании во врага есть 20% шанс сбросить на него бомбу с часовым механизмом, которая взрывается с нанесением 100% урона от основного оружия в радиусе пропорциональном площади в течение половины секунды или когда пораженный враг умирает. Но здесь, конечно, не самое такое удачное использование скилла, то есть можно было бы чем-то его заменить, но все-таки должен быть какой-то такой вот некий недостаток у героя, может быть, это какой-то минус. Ну, возможно, я еще потенциал этого скилла не раскрыл, но это вот мое такое личное субъективное мнение по этому скиллу. В принципе, если прокачать все до упора, прям до самого потолка, то, может быть, оно и будет ощущаться. Но вот, по крайней мере, на начальных этапах вот эту бомбу, я ее по факту не ощутил. Поэтому для себя я отметил, что не буду ставить в приоритет прокачку именно этого скилла. Также все механисты у нас получают бонус в виде 5% к опыту. И следующее у нас идет ульта, квантовый разлом. Замедление, то есть опять, да, мы там для себя где-то минуты 3 назад галочку поставили в виде замедления, да. Замедление врагов заполняет ульту. На этом моменте вас
попрошу прям четко остановиться и еще раз это прочитать и вдуматься. Замедление врагов заполняет ульту. То есть что это значит? А это значит на самом деле очень и очень много. То есть нам на руку будет именно то, что будет замедлять наших с вами врагов. Соответственно, чем больше мы с вами замедлительных штук возьмем и будем использовать, тем быстрее мы будем заполнять показатель ульты, и тем дольше, ну, подольше, ну, в принципе, да, это логично. Чем чаще, тем дольше, грубо говоря. И тем чаще мы с вами будем в состоянии ульты находиться. Замедляет всех врагов на 80% в большом радиусе вокруг персонажа. О, видите, то есть не только я вот это вот использую слово, то есть сами разработчики тоже говорят, что есть герои, есть персонажи. Плюс уменьшается время перезарядки на 20% и увеличивается скорость передвижения героя. Что здесь? По перезарядке я вам скажу так. Это не будет работать там, где есть кап. То есть, если мы с вами, к примеру, возьмем кошмар, пойдем туда и будем ульту вот эту вот прокачивать, повышать вот этот уровень перезарядки, то мы этого не заметим. Поэтому также для себя отмечаем, что, скорее всего, в этом нет никакого смысла, если мы будем с вами говорить именно конкретно про те режимы, в которых у нас присутствует кап по перезарядке. Также увеличивается скорость передвижения героя, но опять же, ребят, это кошмар. У нас там по умолчанию написано в модификаторах, что вот есть такая строчка «перезаписать». И, соответственно, скорость у нас ограничена, она установлена. Даже если мы каким-то чудесным образом нашего персонажа, героя, выведем в такое состояние, что у него там скорость передвижения будет, ну, условно, 5 метров в секунду, он все равно побежит со скоростью в 9 метров. Если мы там понавпихаем ему, ну, опять же, поправка это после 120 уровня. Если мы, опять же, понавпихаем ему туда миллион камней на скорость передвижения, и будет у нас там 100 метров в секунду, условно, да, ну, соответственно, он все равно побежит со скоростью 9 метров в секунду. На 120 уровне у нас повышается урон по замедленным врагам, то есть мы как бы сами себя здесь улучшаем, именно играя за ЦВМ мага-часовщика. И на 140 уровне у нас идет такой сильный бонус к параметрам, это повышенный урон по замедленным врагам. Что здесь? Давайте вот конкретно здесь по скиллам мы с вами все это разберем. Манипуляция временем, да, то есть это у нас идет на замедление. С повышением уровня у нас процент замедления врагов будет увеличиваться. Соответственно, есть ли в этом смысл? Да, однозначно есть. То есть, если у нас есть такая возможность, и мы можем прокачать вот этот скилл, то обязательно мы его с вами прокачиваем. То есть, вот эта инвестиция во вложение вот именно в этот скилл будет оправдана. Нам это поможет в кошмаре, нам это поможет в каких-то других режимах, где куча других там врагов есть, и вот они на нас лезут, и мы их замедляем, соответственно, нам от этого только плюс. Такая некая пассивная, агрессивная защита, скажем так, да. И в этом есть смысл. Если мы будем с вами говорить конкретно про бомбу, а от бомбы у нас с вами будет повышаться только урон, и с прокачкой он у нас поднимется до 180 уровня, то, в принципе, с этим можно не спешить. Мы именно прокачку этого скилла оставляем на второй план. То есть нужно быть таким прям яростным фанатом мага-часовщика, чтобы вот этот скилл прокачивать. Хуже не будет. Если вы его прокачали, в этом ничего страшного нет. Ну, будет у вас повышенный урон немножко от этих бомб, но опять же, по крайней мере, я его не ощутил. Может быть, он, естественно, и раскроется, но это нужно все дело проверять. Может быть, стоит обратиться к опытным игрокам, которых
хорошо раскачан маг-часовщик, может быть, они что-то по этому поводу скажут. И дальше ульта. Время перезарядки, да, у нас с вами сокращается. То есть от того, что мы с вами прокачиваем там на замедление, на процент замедления у нас никакого влияния это не оказывает. А вот время перезарядки, да. И тут уже надо понимать, если у нас с вами этот герой является основным, и мы с вами его пихаем везде и всюду, куда только можно, там, допустим, у нас нету ни Лепрекона, ни Дед Мороза, там, ни еще кого-то, и мы с вами, к примеру, фармим на нем, то, возможно, да, в этом есть смысл, чтобы прокачать вот это, вот этот скилл по ульте. Если у нас есть куча других персонажей, альтернативных вариантов и так далее, то, скорее всего, в этом смысла нет. Может быть, у вас получается так, что вы взяли этого героя, открыли для того, чтобы пройти кошмар, и потом про него забыть. Такой вариант тоже может быть. Вам прокачка вот этого скилла, она точно не подойдет, потому что у нас по перезарядке, повторюсь еще раз, есть кап, и, соответственно, мы с вами просто в воздух вот эти книжки выкинем, редкие которые, да, красного цвета, и, соответственно, потом уже со временем придет понимание того, что сделали мы какую-то глупость. Но, опять же, это все идет с расчетом именно на кошмар. Здесь, я думаю, все обсудили, все в принципе понятно, то есть играем от замедления, и сейчас я вам в принципе покажу и объясню, ну постараюсь, по крайней мере, показать, почему именно от замедления. Ну, во-первых, потому что в принципе это так и написано, да, то, что вот замедление заполняет ульту. Все, отталкиваемся от этого, в принципе, уже нам этого достаточно. Наилучшая комбинация у нас будет, естественно, с перезарядкой, с областью и с уроном. То есть тут тоже долго думать не надо, все в принципе стандартно и банально. Как бы здесь сделал свой выбор я, если бы у меня была возможность прокачать кузницу? Вот сейчас пока возможности нет, очень надеюсь на то, что получится, появится точнее такая возможность, и уже будет все по-другому. Здесь лево или право? Естественно, лево, потому что кап у нас есть, и мы с вами выбираем урон. Капа по урону нет, соответственно, берем левую сторону. 10% к области эффектов или плюс 1 снаряд, но тут надо проверять. И левая сторона сама по себе является хорошей, и правая сторона тоже неплохой. Но, наверное, предпочтение я бы отдал именно правой стороне, потому что все-таки плюс 1 снаряд это в принципе неплохо, да, то есть и по талантам, если посудить, количество снарядов, оно более значимо, чем количество области, но опять же это все будет зависеть именно от режима. Может быть, там в какой-то момент нужно будет перенастраиваться, переключаться в этом плане. Также у нас глобальное усиление в виде повышения урона по замедленным врагам. Хронолезвие, эволюция. Острые разрушительные снаряды, дополнительное лезвие летает вокруг. То есть вот такое дополнительное усиление, такая некая защита для самого себя. Эва, в принципе, неплохой вариант для того, чтобы его открыть. У меня пока сейчас, как видите, ничего не открыто именно по этому герою. И, в принципе, не горит оно для того, чтобы что-то здесь открывать. Диски имеют 50% шанс вызвать кровотечение, либо размер диска увеличивается на 50%. Но здесь бы я выбрал левую сторону, так как будет работать уже именно кровоток. Если у нас с вами открыт орк, то у нас и соответственно, вместе с вождем у нас открыто его глобальное усиление, то у нас такой некий дополнительный статус-эффект и, соответственно, дополнительный урон. То есть все в игре подвязано так, что каждый герой усиливает всех остальных. И от обратного. Все остальные
в целом усиливают того, кого мы берем. То есть в этом-то и суть. В этом-то и, в принципе, весь самый такой сок этой нашей с вами любимой игры. Так, давайте с вами попробуем пройти последний уровень кошмара за мага-часовщика. Посмотрим, как она себя там ведет, какие книжки будем брать и что мы с вами здесь будем делать. Итак, мы с вами помним, что нам нужно замедление. У меня посох мистический, вот этот магический посох, он у меня прокачан в кузнице на 4 звезды, и поэтому я его буду брать. Это будет мне большим плюсом. Я надеюсь, у меня получится показать почему. Книгу длительности я также обязательно возьму, потому что взял мистический посох. Буду сейчас стараться прокачивать его в первую очередь. Итак, тактика здесь в принципе такая же стандартная, как и у всего остального. Так же, как и у всех остальных персонажей. То есть мы с вами бежим зигзагом, стараемся уворачиваться от всего, что только нам летит к нам. И вот сейчас не удивляйтесь, если мы с вами быстренько сольемся. В этом, в принципе, ничего такого зазорного и страшного нет. Все это происходит потому, что у нас с вами пока еще не прокачано то, что должно быть прокачано. Так, давайте возьмем вот эти всякие книжки, которые будут нас защищать от всех этих негодяев. И возьмем еще обязательно книжку удвоения. Может быть, нам таким образом будет полегче. Итак, бежим. Замедляем. Ульта у нас медленно растет, очень медленно. И, соответственно, когда у нас появляется ульта, вот этот циферблат, стрелочки у нас бегут, мы с вами видим, что все у нас замедляются. Это очень и очень хорошо. Для кошмара вот это замедление, оно очень полезно. И, соответственно, сейчас вот когда 5-й уровень, эволюцию, точнее, мистического посоха мы с вами возьмем, мы с вами посмотрим, а есть ли вообще в принципе разница. Вот пока что на текущий момент у нас замедление работает только от самого мага-часовщика, то есть от самого героя. И, соответственно, мы с вами видим, что ульта, она набирается медленно, она прям ползет. И вот наша с вами задача из этой ульты практически не вылезать. А сделать это мы с вами можем только с помощью дополнительных оружий, которые мы с вами правильно будем выбирать. Поэтому, исходя из этого, можно сделать вывод, что в принципе не такой уж и плохой инвестицией будет скорейшее открытие 4-го уровня кузницы именно для мистического посоха. Бумеранг у нас с вами есть, да, то есть мы с вами можем книжку передвижения взять, но не здесь, конечно же, не здесь, не в кошмаре, а вообще, допустим, если мы проходим кампанию вот этот 390 обычные сложные главы, то там эволюция бумеранга, Гера бумеранг, нам будет только в плюс. То есть у нас площадь замедления по врагам будет больше, и, соответственно, ульта будет заполняться быстрее. Но не факт. Мы сейчас с вами все это обязательно проверим. Так, первую волну с одной смертью мы с вами пережили. Соответственно, сейчас мы с вами делаем... Давайте возьмем броню. Луч смерти у нас никуда, в принципе, не денется. Рогатка есть. Так. Копье, не знаю, не подскажу. А, вот, да, хронодиски надо сейчас нам с вами прокачать. Давайте, ладно, возьмем бомбу. Так, замедление, жизнь, хронодиск. Ну ладно, будем замедлять.
жизнь пусть будет, и хронодиск. Сейчас все будет по-другому. Сейчас у нас запустится миллион этих лучей смерти, и уже будет поинтереснее. И теперь смотрим, у нас с вами ульта заполняется побыстрее, уже чаще мы с вами замедляем врагов, и, соответственно, намного легче нам становится передвижение, вообще становится комфортно играть. Смотрите, как она быстро заполняется. Раз, и все. И большую часть времени мы с вами находимся именно в ульте. Вот так и надо играть за мага-часовщика. То есть, если мы с вами читаем правильно описание скиллов и понимаем, что там написано, и грамотно, вот немножко я, видите, все, вот сейчас, наверное, немножко у меня рука соскочила, надо, ну, все, если один раз что-то не пошло, перехватиться надо, в общем. Не знаю, получится вырулить. Да нет, уже все не получится. Ну, конечно, обидно, немножко видели, да, то есть там пропустил вот этот момент, в принципе, ничего в этом такого страшного нет. Ладно, что, давайте тогда возродимся, добежим. Что ж поделать-то, раз такая ситуация произошла. Вот, то есть у нас получается, мы с вами находимся постоянно в ульте, прочитали информацию, приняли ее на вооружение, и, соответственно, у нас все пошло намного легче, и мы это грамотно с вами используем. Ну, некрасиво, конечно, немножко вышло. Хотелось аккуратненько с одной вот этой вот бесплатной смертью пройти, но что-то мне подсказывает, что у меня сейчас опять не получится. Вот до этого, да, все, нет, невозможно. Запись экрана идет, лучи вот эти вот работают, соответственно, что-то где-то там происходит, либо, ну, либо у меня просто кривые руки. Не будем дальше бежать, но я вас уверяю, пробежать он может. И вы сами видели, кузница не прокачана, скиллы не прокачаны, но пробежать однозначно можно. Просто все спишем на то, что лагает немножко вот это все. Все, что происходит здесь на экране. Так, бог с ним, там эти 60 кристаллов, в принципе, ничего страшного в этом нет. Но главная суть мы с вами поняли. Так, ну и в принципе что? В принципе, у меня на этом все. Вот такой вот обзор немножко смешной, трагичный получился, но суть, я думаю, я донес. В принципе, все это понятно. Пользуйтесь, изучайте, там, спорьте, комментируйте, высказывайте свои мнения. Мы всегда готовы в чате все это дело обсудить. Всем пока, всем спасибо, кто посмотрел и потратил время. До новых встреч!